Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим, где и в каких ситуациях нужно контролировать себя, чтобы оставаться цивилизованным человеком. Эйблизм. Что это простыми словами? Это дискриминация или предубеждение в отношении людей с ограниченными возможностями, которая основана на убеждении, что типичные возможности выше. По своей сути, эйблизм основан на предположении, что инвалиды нуждаются в корректировке поведения. Современная концепция эйблизма возникла еще в 60-70-х годах прошлого столетия, когда активисты-инвалиды стали бороться за свое равноправие и принятие их такими, какие они есть. Кто же относится к этой дискриминируемой группе? Для начала нужно перечислить список некоторых состояний, которые признаются инвалидностью. Это глухота, слепота, мышечная дистрофия, рассеянный склероз, детский церебральный паралич, аутизм, ограничения в интеллектуальных возможностях, эпилепсия, частичное или полное отсутствие конечностей, нарушение подвижности, требующее использования инвалидной коляски и другое. Все эти невидимые или явные нарушения заставляют людей видеть данный мир по-другому или передвигаться в общественных местах не так, как остальные. В связи с тем, что таких людей меньшинство, то большинство не всегда понимает, как вести себя правильно. Так же, как расизм и сексизм, эйблизм проявляется во вредных стереотипах и заблуждениях. Способности людей с физическими, интеллектуальными или психическими расстройствами обесцениваются, вследствие чего появляется дискриминация. Современная культура предполагает, что трудоспособные люди должны обучаться общению, чтобы их слова и действия были безвредны для других людей. С детства мы слышали, что к людям с ограниченными возможностями нужно относиться по-особенному. Открывать им дверь, нажимать кнопку лифта, спрашивать, нужна ли помощь, когда они переходят дорогу и так далее. Безусловно, в этих действиях есть благие намерения, но проявляя доброту к этой группе людей, на самом деле мы принижаем их способности, показывая, что они беспомощны и ничего не могут сделать самостоятельно. Это предположение само по себе является корнем проблемы. В этот же ряд можно поставить и речь нормальных людей, которые могут сказать «прикован к инвалидной коляске» или «а можно я за тебя помолюсь?». В общем, нас учили как лучше, а получилось как всегда. Вот лишь некоторые моменты, которые нужно уяснить дееспособной личности, чтобы оставаться цивилизованным человеком. Не стоит произносить фразу «ты не похож на инвалида». Есть варианты инвалидности, которые совершенно незаметны для посторонних. Самоуверенность здорового человека может сподвигнуть его произнести такую фразу, особенно когда тот поставил машину на специализированное парковочное место. Такие вещи должны покинуть ваш словарный запас. Эйблизм проявляется, когда трудоспособный человек начинает уверять, что он бы смог преодолеть все трудности. Эти уверения не придают силы тем, кто не способен справиться со своей особенностью. Поэтому, если ваш друг испытывает ограничения в возможностях, не надо ему снисходительно заявлять, что пора взять себя в руки. Это превращает инвалидность в настоящее лишение и проклятие. Точно так же нельзя говорить «ты являешься для меня примером стойкости и мужества». Это оскорбительно для личности, которая не собиралась становиться инвалидом для того, чтобы стать для кого-то примером. Не стоит накапливать друзей-инвалидов для проявления мнимой гуманности. Это не очаровательно и не весело. Сообщество инвалидов существует не для того, чтобы вы почувствовали себя матерью Терезой. Дружить с особенными людьми, как подаяние, это не дружба. Все должно исходить от сердца. О такте и воспитанности нужно помнить во всех группах людей. Не надо задавать личные вопросы об особенностях другого человека. Инвалид не держит перед собой табличку «Информационный стенд. Ответы на вопросы». Если он решит рассказать вам о том, что с ним произошло, о своем диагнозе или состоянии, это его личная прерогатива. Ваше любопытство ему не нужно. Необходимо проявлять вежливость к тому, как называет себя личность: инвалидом, человеком с ограниченными возможностями, колясочником. Это личный выбор каждого. Ваше исправление «да ты не инвалид, ты просто особенный» говорит, что вы без уважения относитесь к тому, как идентифицирует себя сам человек. На рабочих местах должно всячески пресекаться такое понятие, как эйблизм. Человек с ограниченными возможностями может
быть более интеллектуально развитым и профессиональным, нежели его коллеги. Если есть доказательства оскорблений, бестактный сотрудник может быть наказан, даже материально. Существует подобная судебная практика. В России разработаны нормативно-правовые акты, которые защищают от дискриминации на работе, но не все об этом знают. К сожалению, эйблизм проявляется не только в личном человеческом общении, но и в структурном внешнем оформлении. На улицах, в домах, транспорте отсутствуют пандусы, подъемники, низкие кнопки для дверей, доступ к общественному транспорту. Также мы видим эйблизм в культуре, когда злые киногерои изображаются горбатыми или с клюкой. Поэтому до тех пор, пока общество не избавится от предрассудков, оно не может считаться цивилизованным. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всего всем доброго!